Друзья, всех приветствую на канале Рыболов Копатель. Ну что я вам хочу сказать. История с данной адресной картой не закончена. Она продолжается. Забегая вперед, скажу вам, что клубок с переплетением событий, который мы вместе с вами пытаемся распутать, привел нас к такому историческому факту, как покушение на гауляйтера Кёнигсберга Эриха Коха 11 ноября 1944 года. Посмотрите, вот этот адрес, Кёрт-аллея 41, ныне это, как мы с вами уже выяснили, улица Кутузова. Согласно случайно найденным воспоминаниям, из данного дома по адресу Кёрт-аллея 41 11 ноября 1944 года планировалось покушение на гауляйтера Кёнигсберга Эриха Коха. Скажу вам так, что пусть и по касательной, пусть и косвенно, но имя Эриха Каррера также фигурирует в данных воспоминаниях. Буквально немного отклонимся назад, друзья, для того, чтобы освежить предысторию. Для тех, кто, может быть, не смотрел первую часть по данной находке, приглашаю вас, переходите, смотрите. Значит, данная адресная карточка была прислана мне подписчиком Карстеном. Он живет в Германии, недалеко от Берлина. Карточка была найдена в районе виллы СС, также в окрестностях Берлина. Попутно с ней были найдены два жетона, также СС, конкретно там подразделения, занимающиеся расовыми вопросами, управление расами и расовое регулирование. Данные карточки использовались в адресных машинах, адресографах, для того, чтобы на конвертах ставить адреса и печатать адресата не вручную, а таким полуавтоматическим методом. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что вероятнее всего из той самой виллы СС, где была найдена данная карточка, данный адресат Эрих Каррер получал регулярно почту. Кстати, небольшой инсайт. Карстен, подписчик из Германии, сказал, что удалось выяснить, что Эрих Каррер, мистер, который унтершарфюрер СС был, который имеет, по нашим предположениям, отношение к этой вилле СС, он занимал должность госслужащего в ЗАГСе в Кёнигсберге. Вполне вероятно, он курировал какие-то расовые вопросы и работал, так сказать, под маской работника ЗАГСа, выполняя определенные задания, которые он получал, возможно, из этой виллы в Берлине. Теперь возвращаемся к событиям 11 ноября 1944 года. И как вообще удалось найти информацию об этих событиях и увязать с нашей карточкой. Буквально вот просто набрав в поисковике Google запрос по фамилии, указанной в карте, Эрих Каррер, и адресу Кёрт-аллея 41, вылезла статья из «Новых колес». «Новые колеса» газета. Автор статьи Юрий Грозмани. Ссылку на статью оставлю я в описании. Полностью я ее пересказывать не буду, но я думаю, многим будет интересно ее прочитать. Статья называется «Кортеж смерти гауляйтера Коха». И здесь описываются события того дня. Видите, Эрих Кох побил все мыслимые рекорды по количеству производящихся на него покушений, опередив даже самого фюрера. Спускаемся ниже и видим. Кёрт-аллея 41, Амалинау, Кёнигсберг, 11 ноября 1944, суббота, 12:55. Двое мужчин, одетых в форму работников Кёнигсбергской телефонной компании, свернули в подъезд дома номер 41. Каждый из вошедших в подъезд нес в руках по чемоданчику, а через плечо мотки телефонного кабеля. Видите, они зашифровались. Вот, кстати говоря, рейхсминистр Геббельс с деловым визитом посетил Кёнигсберг. Справа гауляйтер Восточной Пруссии Эрих Кох. А сейчас, друзья, предлагаю проехать к дому номер 41, некогда по Кёрт-аллее, и уже продолжим повествование
из данных воспоминаний. Тем временем в магазине у деда Мити вы можете купить металлоискатели, катушки, поисковые магниты, лопаты, рюкзаки и другие аксессуары для приборного поиска и коллекционирования. Профессиональные консультанты помогут сделать ваше увлечение не только удобным и комфортным, но и результативным. По системе Trade-in вы сможете обменять свой старый прибор на новый максимально выгодно. Для поисковых отрядов действуют особые условия. Используя промокод Рыбакоп, вы получите приятный бонус или скидку. Переходите по ссылке в описании. Мы подъезжаем к улице Кутузова. Пока что едем по улице Радищева. Видите, тут брусчатка еще сохранилась. Тут школа у нас. Сейчас буду поворачивать на Кёрт-аллее. Она же Кутузова. Посмотрите, что с погодой творится. Памятник. Вот видите, много немецких домов по этой улице сохранилось. Здесь у нас налоговая. А вот он, этот самый дом, Кутузова 41. Дом достаточно большой, я даже не ожидал. Ну пойдемте посмотрим внешне на него. Самое главное, не привлечь внимание жильцов. Хотя в это время в большинстве квартир никого нет. Так, первый этаж. Адвокат Штамбрау. Он выехал со своей семьей из Кёнигсберга еще полгода назад. Капитан Пфайфер. Призван на флот в 1940 году. И сейчас где-то в Данциге. Семья осталась жить здесь, но в настоящий момент их нет дома. Телефонисты поднимаются выше, ступенька за ступенькой. Хорошо, что лестница каменная, не скрипит. Вот и второй этаж. Служащий Каррер призван в армию в 1943 году. Семья выехала в Даркемен. Квартира пустует. Старший инспектор железных дорог Дрюклер сейчас на службе в Нордбанхоф. Жена и дети дома. Они вполне могут что-то заподозрить и позвонить в полицию. Или сообщить Фрицу Кляйну, управляющему. Он тоже может быть где-то неподалеку. Поэтому отключить телефон в квартире Дрюклера надо в первую очередь. Наконец, третий этаж. Справа мансарда, чердак. Там жильцы дома обычно сушат белье. Оттуда и придется стрелять. Огневая позиция, окно мансарды, но оно наглухо закрыто. Видимо, готовясь к зиме, управляющий Фриц Клайн постарался. Наконец рама поддалась и с шумом отворилась. Пока снайпер собирал винтовку и устанавливал на ней цейсовский оптический прицел, его напарник разворачивал антенну Доретты и пытался выйти на связь. Вся экипировка немецкого производства. После операции оружие и амуниция останутся здесь, в мансарде. 13:05. Связь установлена. Работа в эфире. 32 секунды. Все по плану. Вот, типичный немецкий дом. Здесь же в статье вы можете видеть схему расположения снайперского поста за номером 21. А вот он, тот самый дом. Это единственная фотография, которую удалось найти в интернете. Фотография этого дома старая. Ну, потом следует еще череда событий, в результате которых Корнблюм, это водитель, по-моему, только успел крикнуть шефу голову вниз, и в зеркальце он увидел, как гауляйтер с побелевшим лицом рухнул на пол автомобиля. Несколько пуль угодили в спинку сиденья, изодрав до ваты плюшевую обивку салона. И так далее, и тому подобное. Ссылочку на статью оставлю в описании. Почитайте, интересно. Вот так вот, друзья. Адрес, указанный на адресной карте, стал фигурантом такого громкого события в прошлом. Что мы еще узнали из этой статьи? А узнали мы то, что наш адресат Эрих Каррер был призван в армию в 1943 году. Также тот факт, что его семья уехала в Даркемен.
Это ныне город Озерск в Калининградской области. Кто знает, ребята. А может быть, неспроста этот дом был выбран. Квартира его пустовала. Семья его была далеко отсюда. Блин, тут еще вопросов целая куча, друзья. Может, что-нибудь новое всплывет. Если всплывет, то будет еще один выпуск. Всем спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии. До новых встреч.